Всем доброй ночи, друзья мои. Я сегодня хочу вам подарить очень сильную чистку дома, изгнать злую тень, захмат. В лекции о гостях-разрушителях, если вам интересно, можете прочитать. Я подробно объяснила, почему приход гостей может обернуться трагедией для семьи. Почему после ухода друзей, знакомых, да и вообще, может быть, просто случайных людей, да, или кто работает на дому определенных клиентов, если он там делает маникюр или предоставляет иные услуги. Почему после их ухода иногда могут случаться трагедии в семье? Казалось бы, люди никак не повели себя нагло, плохо, или наоборот, повели, показали свою невоспитанность по-разному. И после их ухода не восстанавливается энергия, не приходят те деньги, которые приходили всегда. Опустошенность, обнуленность, ссоры в доме и прочее. Вот никак не восстанавливается, не входите в колею, не возвращайтесь к той жизни, которую вели всегда. В древние времена не зря люди отдельно, скажем, строили возле дома, может быть, кузницу, мастерскую, отделяли. Не зря ведьмы во дворе там просили своих там мужа или сыновей строить маленькое помещение, где принимали, очищали людей для того, чтобы в дом не носить вот эту всю гадость. Это все не просто так делалось, друзья мои, потому что по разным поверьям, и это реальность, с приходом человека приходит его тень. Человек может к вам хорошо относиться много лет и прийти к вам, увидеть, что ваша жизнь другая, что вы стали лучше жить, что вы стали более богато жить, что вы понимаете друг друга, что у вас любовь, неважно. И вот эта внутренняя злость, нежелание жить своей прежней жизнью, а почему у меня нет, а почему у них есть и так далее. Кроме всего, кроме того, что человек приходит со своими мыслями, он приводит за собой свою тень, то есть свое прошлое, свои сотворенные какие-то темные дела в прошлом и так далее. Вот этот весь дух противоречивый, он приходит в ваш дом. И очень плохо, если он не уходит вместе с ним, а остается в вашем доме и, более того, захватывает эту территорию, изгоняет вашего домового и всех духов-хранителей вашего дома и просто вселяется, начинает сжирать энергию, уничтожать всех, кто здесь обитает. Домой не хочется идти, дома поселились ссоры, дома поселилось безденежье, дела пошли не в ту сторону, куда должны были идти и так далее. Все это не случайно. Так вот, татарские народы называли эту тень захмат. Почему говорю татарские народы, а не татарский народ? Потому что татары тоже отличаются. Крымские татары, казанские татары, башкиры и так далее. То есть народности, да, вот различных, живущих на различных территориях и нашей страны, не только нашей, они имеют такое поверье и называют эту силу этого духа захмат. Очень напоминает слово захват, который захватывает все. Я объединила несколько направлений магии. Это восточная магия, естественно, слово захмат здесь употребляется. Это равнинная магия, это по-другому русская магия. Не славянская, есть русская магия и славянская магия. Немножко разница имеется, потому что та, которая русская магия, называется равнинная магия. Там
немного иные законы на самом деле. Принято считать, что славянская магия единая. Я бы не сказала. Есть единые элементы, но не все. И шаманское направление – это когда наказывает порог. Вот этот ритуал состоит из 3 частей. То есть вам нужно для ритуала котелок или какая-то иная емкость, ну, где можно жечь, и чтобы огонь не вышел за пределы, да, ну, лучше котелок дома иметь. Значит, либо могильник, либо полынь. И то, и другой подходит. Или один, или другой. 2 вместе нельзя. Вода. Эта вода называется живая вода. Почему? Потому что эту воду набирают ночью, в тишине, без звука. Можно из-под крана, неважно. Но набирайте ночью, когда все спят, в тишине, без разговоров, перед сном. И храните где-нибудь, ставите куда-нибудь. Источник огня, неважно сколько свечей, какого цвета. Ну, желательно черный или, белый воск. Разноцветный здесь не приветствуется. Вам нужна метла. Если у вас нет метелки, возьмите либо такой вот маленький веник, либо большой новый веник. И после этот веник вы не можете использовать, то есть вы не можете подметать потом. Специально для этого, значит, покупайте. Либо маленький, либо большой, либо такой вот метлу. Можете сами смастерить, сделать эту метлу. Из веток взять и смастерить, это несложно. Вот, здесь различные деревья, в принципе. Далее, либо осиновый кол, либо нож, не из пластмассовой рукоятки, или металлическая, или деревянная рукоять ножа, но покупайте, не берете сдачи. То есть оплатите, может, картой, чтобы сдачи вам не отдали. Это сильная чистка, и эта чистка освобождает энергию вашего дома от абсолютно вот инородных сил, которые принесли с собой вот эту пустоту. Потому что иногда бывает, что человек после ухода гостей чувствует, как будто дом ему стал чужим. Он как бы раньше защищал, а сейчас какой-то стал чужой, и энергия стала злая внутри. Я уже вам объяснила, почему и как. Читать нужно столько раз, сколько нужно для того, чтобы себя чувствовать лучше. Вы можете на алтарь это все поставить, начитывать, ходить, начитывать по дому. Потом, после того, как вы начитали, значит, берете воду и прыскаете во все углы, во все комнаты. Можете и туалетную комнату зайти, и ванную, вот попрыскать. После того, как вы начитали 6 раз, 13 раз, 20 раз, вот вам должно полегчать, легче стать. Ощущение легкости. Это значит, он ушел. После этого вы берете, значит, либо метлу, либо нож, либо осиновый кол. Любой из этих предметов. Подходите к порогу дома, к главному входу. У вас 2 входа главных, значит, возле каждого входа читайте. Опять же, начитывайте 3 раза, 6 раз, 13 раз. Это зависимо от того, вы это прочувствуете. Есть ритуалы, в которых нужно столько раз читать, сколько есть необходимость, чтобы почувствовать вот это облегчение и спокойствие. Значит, подходите и начинаете вот бить по порогу, по двери и начитывать, наказывайте. Это из шаманской магии. Наказывайте порог за то, что порог пускает к вам незваных гостей. Я вас уверяю, после этого любой, кто к вам придет незваный, посидит у вас минут 15, полчаса и скажет: ой, нет, или у него что-то случится, позвонят и: ой, хотел у вас остаться, ну, к сожалению, не могу. Ну, в общем, извините, как-нибудь в следующий раз. Ему будет некомфортно у вас дома, и он у вас просто не захочет оставаться. Порог больше не пустит никого незваного. Пока вы сами человека не позовете, никого не пустит. Сделайте, проведите такой ритуал и избавьтесь от бесконечной шеренги вот этих друзей, знакомых, которые приходят к вам, когда есть чем поживиться и, собственно говоря, что там для себя урвать. Когда вам было трудно, тяжело и вообще
ни до кого и ни до чего как-то никто о вас не вспоминал. Это вот закон такой, понимаете? Не только у вас так, это у всех так. Но, по крайней мере, вам не придется становиться плохой. Дом сам будет отторгать и не пускать никого. Надеюсь, что все внятно объяснила. Никаких откупов в данный момент не нужно, когда вы делаете в доме. Но когда вы все начитаете, вот остаток травы и догоревшие свечи вытаскиваете, все вместе. Можете в черную материю, можете в любую материю. Собственно говоря, здесь нет особой там, скажем, принципиальности. Выносите потом. В течение 3 дней вынесите из дома, оставьте где-нибудь возле дерева и оставьте там столько монет, сколько членов вашей семьи. 2 человека, 2 монеты. Говорите, откупаюсь, все зло здесь оставляю, сама ухожу. Все. Итак, начнем. Итак, друзья мои, пока трава горит, он может гореть, вы можете читать, без разницы, как это у вас получится, в принципе. Главное, чтобы трава горела, чтобы дым шел, и вы читали. Я, естественно, сейчас у меня нет такой возможности, чтобы, скажем так, осиновый кол использовать, да, показывать. Я буду читать, поэтому отвлекаться я не могу. Я несколько раз прочитаю, потом сама тоже очищу дом, пользуясь служебным положением. А вы, значит, естественно, сделайте, как я вам объяснила. Хочу вам сказать, что когда вы зажигаете траву, возьмите масло. Даже обычное подсолнечное масло чуть-чуть добавляйте, и горит лучше. Просто вот до конца догорает. Вам не приходится постоянно добавлять, постоянно там зажигать и так далее. Просто вот именно масло. Масло даже горит лучше, чем... Вот я здесь чуть-чуть это лампадное масло добавила, и все. Горит лучше, чем даже там есть спиртовое, там какие-то, да, добавки. Масло намного лучше, и все догорает прям вот. Дым. Откройте травы в магии, я там объясняю, почему травы очищают дом. По какой причине вообще их использовали и как это происходит. Дым такой едкий, но полынь более горькая. Это более такой пряный запах. Итак, начнем. Из старого села шли-дошли 3 могучие ведьмы. 3 мощные силы в руках несли. У одной ведьмы метла, у второй живая вода, у третьей священный огонь. 3 ведьмы шли, в мою хату зашли. И стали очищать, черную тень гнать. Уйди, злая сила, сгинь, Захмат, уберись. Метлой гоняем. Берете метлу. Огнем тебя сжигаем. В воде топим, очищаем. Вот так вот прыскайте. То есть, называя каждый ингредиент, вы берете в руки это. А в остальное время вот так вот. Гоняем, как колите. Понимаете, вы колите его, выгоняете отсюда. Из леса пришел, в лес уходи. Из болота пришел, в болото поди. От человека пришел, к нему вернись. Сей дом от себя освободи. Собери свои чары, все злые притки, зависть и разруху, бедность да поруху. Всем, с чем пришел, с тем и уходи. В болото гнилые, в долото седые, в пустыню бесплодную, да под черные скалы, извиняюсь. Нет тебе тут места, нет тебе тут пристанища, иначе огнем спалим, иначе метлой побьем, в воде утопим, сгинь, зло, сгинь, непрошенный, сгинь, сгинь, сгинь. Уйди, пропади, дом освободи, заклинаю. Еще раз. Периодически, вот берете периодически разные предметы в руки. Вот этим колите, выгоняя эту силу. Метлой гоните. И потом можете ходить и опрыскивать. То есть по-разному. Вот как вам удобно эти инструменты использовать, так и делайте. Но осиновый кол или нож. Вот так вот. Тем ножом потом не пользуйтесь.
спрячьте. Вам пригодится еще много есть работ, где нож нужен, а там или нож. Вот таким образом. Вы даже не представляете, какое облегчение наступит. И дела пойдут в гору, и в доме спокойствие настанет, и эти ссоры прекратятся, и непредвиденные расходы, и ломание предметов, и домовой ваш вернется, потому что вы выгоните эту силу. А домовой всегда стоит возле порога и ждет, чтобы очистили дом и его вернули. Вы просто восстановите. От таких ритуалов буквально зависит будущее семьи. Относитесь к этому серьезно. Это очень серьезно. Это не какая-нибудь там, знаете, как, чистка там вот красивая такая вот. Нет. Это возвращение, это возврат просто к жизни. Это возврат финансов, это возврат вливания в семью, это возврат покоя семьи. Потому что люди иногда, порой приходя, могут создать в вашем доме абсолютный хаос. Вы потом, когда сядете и поймете, после чего это было, даже не обязательно ночевать или оставаться. Он пришел на 15 минут, сел там, кофе выпил, ушел, и после этого в вашей семье ни денег не приходит, ничего. Что происходит вообще? Почему? Вот сядьте, вспомните, кто к вам приходил. Вы просто обалдеете от того, что мы часто не думаем о людях плохо, потому что мы судим по себе. Мы бы не стали ходить там смотреть, высматривать, у кого что, кто что купил. А люди так созданы, понимаете? Даже в разговоре, например, ты говоришь, вот надо пойти там это взять, что-то сделать, материал купить. И вопрос такой, а дорого, а сколько? Где-то там 150 точно уйдет. Даже не заметили, что вы сказали. Для него 150 недосягаемая сумма, потому что он работать не хочет, не собирается. А вы 150 только на материалы собрались потратить. Представляете, вот этот посыл ненависти какой пошел. И все. Поменьше говорите. Знаете, много дела, меньше слов. Поменьше раскрывайтесь, поменьше говорите даже людям, которых вы считали друзьями. Они тоже могут быть такие гнилые твари, окажутся в итоге, что вы просто обалдеете от того, что не может такого быть. Может, еще как. Начнем. Из старого села шли-дошли 3 могучие ведьмы, 3 мощные силы в руках несли. У одной ведьмина метла, у второй живая вода, у третьей священный огонь. 3 ведьмы шли, в мою хату зашли и стали очищать, черную тень гнать. Уйди, злая сила, сгинь, Захмат, уберись, метлой гоняем. Огнем сжигаем, в воде тебя топим, очищаем. Из леса пришел, в лес уходи, из болота пришел, в болото поди. От человека пришел, к нему вернись, сей дом от себя освободи. Собери свои чары, все злые притки, зависть и разруху, бедность да поруху. Всем, с чем пришел, с тем и уходи. Отвлекаюсь просто, я потом просто прочитаю несколько раз, чтобы вы... В болото гнилые, в долото седые, в пустыню бесплодную, да под черные скалы. Нет тебе тут места, нет тебе тут пристанища, иначе огнем спалим, иначе метлой побьем, в воде утопим, сгинь. Сгинь, зло. Сгинь, непрошенный, сгинь, уйди, пропади, дом освободи, заклято. Итак, давайте я несколько раз просто прочту, не буду отвлекаться на инструменты, а остальное вы поняли, сами сделаете. Из старого села шли-дошли 3 могучие ведьмы, 3 мощные силы в руках несли. У одной ведьмина метла, у второй живая вода, у третьей священный огонь. 3 ведьмы шли, в мою хату зашли, стали очищать, черную тень гнать. Уйди, злая сила, сгинь, Захмат, уберись, метлой гоняем, огнем тебя сжигаем, в воде топим, очищаем. Из леса пришел, в лес уходи, из болота пришел, в болото поди, от человека пришел, к нему вернись, сей дом от себя освободи, собери свои чары, все злые притки, зависть и разруху, бедность да поруху, всем, с чем пришел, с тем и уходи. В болото гнилые, в долото седые, в пустыню бесплодную, да под черные скалы, нет тебе тут места, нет тебе тут пристанища. Иначе огнем спалим, иначе метлой побьем, в воде утопим. Сгинь, зло, сгинь, непрошенный, сгинь, уйди, пропади, дом освободи, заклято.
Из старого села шли-дошли 3 могучие ведьмы, 3 мощные силы в руках несли. У одной ведьмина метла, у второй живая вода, у третьей священный огонь. 3 ведьмы шли, в мою хату зашли. И стали очищать, черную тень гнать. Уйди, злая сила. Сгинь, Захмат, уберись, метлой гоняем, огнем тебя сжигаем, водой, в воде топим, очищаем. Из леса пришел, в лес уходи. Из болота пришел, в болото поди. От человека пришел, к нему вернись. Сей дом от себя освободи. Собери свои чары, все злые притки, зависть и разруху, бедность да поруху. Всем, с чем пришел, с тем и уходи. В болото гнилые, в долото седые, в пустыню бесплодную, да под черные скалы. Нет тебе тут места, нет тебе тут пристанища, иначе огнем спалим, иначе метлой побьем, в воде утопим. Сгинь, зло, сгинь, непрошенный, сгинь, сгинь, уйди, пропади, дом освободи, заклято. Запомните, нужно читать во всех комнатах, везде. Отовсюду его надо гнать, так колоть и выгонять. Сейчас, естественно, возле порога я не буду снимать, но когда вы все это сделали, начитали несколько раз, вот вам легче стало, вы поняли, что все хорошо, уже спокойно стало, как-то уютно. Но 6 раз, 13, даже может вас затошнить потом, даже может всех затошнить в доме. Собак, кошек может затошнить и плохо стать, и все так. Плохо не в том смысле, что там прям нехорошо со здоровьем. Нет, но имею в виду, что как-то они проявят себя, потому что это ото всех уходит и очищает пространство. Потом берете вот это, идете к порогу дома, я здесь покажу, значит, и вот прям стучите вот так вот, стучите по порогу, стучите по двери, стучите, как бьете, понимаете, наказываете за то, что зачем пустила непрошенного гостя. Не надо было пускать, потому что у нас возле порога есть духи, силы, которые охраняют. Чаще всего вот такие гости приходят без конца и края в новых домах. Как только человек переехал куда-нибудь, более большой дом или новую квартиру, начинается. Или там в городе купил дом, например, да, и вот начинает приходить и приезжать. Почему? Потому что вы еще не, как вам сказать, не привыкли еще к энергии этого дома, и энергия дома еще не привыкла к вам, понимаете? Не обжили вы еще эту местность. И поэтому эти духи еще вас не так охраняют, не знают, как себя вести. Вы должны им дать указания. Вот духи порога вашего дома, они должны понимать, что они должны подчиняться вам и не пускать того, кого не надо. Не зря раньше там кол осиновый вбивали возле дверей, чтобы враг не прошел, да, или гвозди вбивали, чтобы человек злой не пришел, или лавровый лист прилепляли, например, наверху там, где дверь входная, и человек непрошенный приходил и быстро уходил, ему было неуютно, некомфортно. Это был сигнал, что непрошенный, если я не позвала, пусть не приходит, а если приходят, пусть не сидят долго. Различные были методы отогнать людей наглых, нахальных, хамских, которые привыкшие вот так вот беспардонно являться туда, куда не звали. Надеюсь, вы поняли. Так вот, основная задача потом, когда человек вам скажет, вот я бы приехал сказать, мне сейчас некогда, если не можете напрямую отказать, чтобы из ваших уст не звучало «приезжай». Почему? Потому что вы порогу даете что? Задание непрошенных не пускать. А здесь прошенный получится, если вы от неудобства скажете «хорошо», а потом сами будете винить духов порока. Они не виноваты, потому что вы позвали. А вот если вы не позовете или любыми способами скажете «некогда, пока не могу, болею», неважно, вы не позвали. Придет человек, отвернется, уйдет за короткое время. Надеюсь, поняли. Итак, очистили дом, потом подходите к порогу, вот так бьете по двери, по порогу дома и говорите: «Не смей более пускать незваных, иначе изобью, изведу, накажу. Вот тебе, получай. И навеки сей урок запоминай. Больше не смей ослушаться незваных в дом не пускай. Как я скажу, так и исполняй. Заклинаю. Не смей более пускать незваных, иначе изобью, изведу, накажу. Вот тебе, получай. И навеки сей урок запоминай. Больше не смей ослушаться незваных в дом не пускай. Как я скажу, так и исполняй. Заклинаю». Били плетью, били осиновым колом, били, метлой порог. И говорили определенные слова. Естественно, все это не сохранилось, но традиция сохранилась. Исходя из этой традиции, да, зная эту традицию, я и создала. Вот из 3 традиций взяв, создала вот этот ритуал.
который очень помогает. Потому что наподобие этого я уже давала людям не на канале, но давала в жизни, то есть дарила, как им провести. Вот сейчас решила вам подарить, как вот просто вернуть мир в семью. И время от времени проводите, если кто-нибудь, не обязательно, чтобы гости пришли. Иногда посылы в вашу семью и отправка вот этого духа, этой тени может и по-другому произойти. Через деньги, которые вам дали, через подарок. Неважно. Еще раз. Когда бьете порог, говорите: не смей более пускать незваных, иначе изобью, изведу, накажу, вот тебе, получай. И навеки сей урок запоминай. Больше не смей ослушаться, незваных в дом не пускай. Как я скажу, так и исполняй. Заклинаю. Не смей более пускать незваных, иначе изобью, изведу, накажу, вот тебе, получай. И навеки сей урок запоминай, больше не смей ослушаться. Незваных в дом не пускай. Как я скажу, так и исполняй. Заклинаю. Итак, друзья мои, на этом все. Пойду-ка я тоже, пользуясь случаем, очищу и свой дом от всего. Бывает, иногда остается что-то. Вот. И что вам пожелать? Будьте мудрее и все-таки помните, что свое место под солнцем в этом мире не надо постоянно всем уступать. Потому что наглые люди это все не увидят, не оценят, я вас уверяю. А вам потом придется просто с нуля начинать свою жизнь. Зачем? Ради кого и ради чего? Стоят ли они того? Люди, которые завтра даже не вспомнят, что ты для них сделала. Всем удачи и всех благ.